Всех приветствую! Итак, дорогие друзья, приступаем к изготовлению турбореактивного двигателя. Есть вот две таких турбины, есть крыльчатка. Думаю, месяц-два посвятить этим делам. Сейчас я эти турбины очищу, и мы будем их потихонечку разбирать. Вот оно, что в итоге получилось. Все я разобрал. Вот он, мой комплект деталей для постройки. Дело дошло до изготовления самой сложной части турбореактивного двигателя. По крайней мере, так было сказано в передаче про модельные движки. Это будет спрямляющий аппарат и часть корпуса турбореактивного двигателя. Набросал я чертежик под вот эту крыльчатку и под вот этот блинчик. Нужно немножко снять снаружи металла. Токарка этой детали закончена. Теперь моя задача нарезать в этих деталях лопатки. Фреза диаметром 5 мм, оборотики 1200. В результате всех манипуляций получилось вот такое чудо. А ведь это, ребята, только начало. Все еще самое интересное впереди. На изготовление вот этого дела ушло 2 дня работы. Полдня потратил на создание вот этого чертежа. Нужно было все начертить, хотя бы примерно, чтобы сделать подшипниковый узел. Проверяем. Ну что, попробуем, как оно вращается, насколько точно все. Хотя бы на глаз. Как видим, абсолютно никакого биения. Пока что идет очень точная обработка, что не может не радовать. Ну все, ребята, узел в сборе готов, и вот так вот он шикарно выглядит. Здесь уже все собрано с пружиной, с нажимом, все как положено. Сейчас разберу, покажу вам, что там внутри. Снимаем. Здесь пока еще резьбу не нарезал, потому что не приобрел винтиков. Здесь втулочка, которая входит в подшипник. Ну и как видите, вот как работает пружина. Вот, вынимаю. Здесь втулка такая. Здесь пружина. Пружина внутри упирается в буртик.
аналогичный, как вот в этой втулке. Ну, в общем, вот такая кучка деталей. Готовы детали компрессора. Подогнана крыльчатка. Вот сюда очень даже плотненько. Без больших зазоров. Здесь зазор 0,2 мм со всех сторон. Все скручено, все подогнано. Просверливаю твердосплавным сверлом, увеличиваю отверстие. Лопатки все подогнаны и пронумерованы. Вот в таком виде детали поступили на сварочный стол. Вот так лопатка за лопаткой идет потихонечку процесс. Отожгу на печи, чтобы снять все остаточные напряжения после сварки. Нагрел до такого состояния. Вот она, крыльчаточка. Сделаю обесчаечку сейчас вот здесь вокруг. И будем собирать, пробовать, смотреть, что получилось. Вырезал полоску, теперь воспользуюсь вальцами, чтобы закатать ее в кружочек. Можно сваривать. Сеанс сварки закончен. Имеем вот такую красоту. Сейчас я соберу, покажу, как это все вместе в сборе выглядит. Сюда вставляется турбина. Здесь еще будут детали сопла, которые будут повторять изгибы турбины, и начнет все это дело работать как надо. Остается сделать, в принципе, весьма приличное количество деталей. Это и жаровую трубу, и трубки питания двигателя на газу и на керосине. Также нужно доделать маслоподачу, нужно сделать корпус. Очень красивая нержавеечка. Заготовки готовы для обработки на вальцах. Выравниваю круглый лист. Очень тщательно подготавливаю место будущего стыка. Вот этот чертеж, который я сделал, он, как вы понимаете, одновременно является и шаблоном для накернивания. То есть вот они отверстия. Здесь я пометил диаметры. Каким сверлом нужно будет их просверлить. Подсобрал конструкцию без сварки. Можно теперь аккуратненько взять, посмотреть на нее. Господи, какая же красота, ребята!
Вот так все это дело выглядит в моем исполнении. Вот, собственно, жаровая труба почти готова. Вот так раз, это сюда два. И камера сгорания вместе с направляющим аппаратом выглядит вот так. Делаем испарительные трубки. Возьму с такого донора. Здесь как раз таки жаропрочные трубки. Заготовки для трубок. Ну а это... плотничком вставляются, это очень хорошо. Друзья, две ключевые детали готовы. Осталось их сварить в одно целое. Долго подгонял, наконец-то деталь зашла. Буду заваривать. Вот что мы имеем на данный момент. Заварил здесь по краю полностью. Вот эта часть вынимается. Вот она отдельно жаровая труба. Потихоньку турбореактивный двигатель вырисовывается. На данный момент готово вот такое количество деталей. Для того, чтобы делать систему питания и подачи масла, у меня есть такой вот небольшой набор медных трубочек. Ну а также я еще затарился вот такими вот вещами. Вот они, маленькие отверстия. Сейчас буду пробовать впаивать сюда трубку. Есть контакт. Итак, первые огненные испытания. Движок фактически готов, по крайней мере, внешний облик его уже полностью сформирован. Так выглядит этот движочек, красавчик. Да, много сил было потрачено, много трудов. Такие вот, друзья, первые запуски. Разобрал двигатель. Сделал небольшие усовершенствования камеры сгорания. Здесь оказалось у меня отверстие на полмиллиметра меньше, чем надо. Во-первых, они должны быть вот так вот утоплены.
Еще я доглядел, что они должны быть большего диаметра. То есть я когда расчеты делал, я это не учел. Итак, друзья, уже в крайний раз разобрал я частично двигатель. В конечных запусках я уже подавал в тоннель смесь топлива с маслом. Вот, но все равно как-то оно не спасает. Что-то мне подсказывает. Да я и сразу, в принципе, понял, что мой направляющий аппарат не будет работать. Понял уже после того, как практически его сделал. Так. Поэтому что можно сделать? Можно заново изготовить вот эту часть. Итак, друзья, первый быстрый пуск уже с новым сопловым аппаратом. Что-то такое ощущение, друзья, что где-то было касание, когда оно нагрелось. В общем, сейчас хочу разобрать, посмотреть. И будем далее тестировать, пробовать. Признаки жизни движок подавал. Правда, опять что-то пошло не так. Опять его немножечко подзаклинило. Разобрал его и решил еще немножечко усовершенствовать. То есть, так как двигатель вроде бы начинает становиться рабочим, можно уже более прочно закрепить детали и устранить некоторые косяки, которые были до этого. Во-первых, вы могли заметить, что он подклинивал. Поэтому я выточил на него новую втулку. Вот она старая, это втулка между крыльчатками. Следующее и очень важное усовершенствование — это обработка вот этого спрямляющего аппарата. Здесь я немного закруглил углы, потом все зашлифовал, чтобы сделать более обтекаемое все здесь внутри, чтобы компрессор гораздо лучше работал и выдавал
большее давление, лучше была прокачка. Спрофилировал спрямляющие лопатки. Как вы можете заметить, теперь у них вот здесь вот есть профиль. Загерметизировал камеру сгорания. Еще из интересного сделал вот такое входное устройство на резьбе. Получается такая красота. Друзья, собрал такую вот установочку. Хочу попробовать стартануть. Немного, друзья, не уследил, перегрел крыльчатку, поэтому охлаждал топливом подшипники, поэтому столько много дыма. Вот так вот выглядит мой турбореактивный двигатель. Все легко крутится, вращается. Собрал, друзья, такую вот интересную установочку газотурбинную. В общем, сделал систему подачи масла. Сделал отвод давления из корпуса. Внутри создается давление компрессором, и сжатый воздух будет поступать в бутылку и накачивать масло в подшипнике. Это просто фантастика. Вы это видите? Это просто чудо какое-то. Сделал очередную установочку с новой подачей смазки. До 70 тысяч удалось разогнать на чистом пропане. Вентиль открывал на всю, вот этот. То есть далее разгон возможен только на керосине. Наконец-то наступил тот день, когда мы полностью испытаем вот этот движок. Место дислокации неизвестно где, но здесь есть трава, которая будет нам показывать, как дует турбина. Да и вообще никто здесь нам не помешает. Итак, стенд уже на своем месте, запускать будем вот здесь. Эту камеру нацелил специально, чтобы следить за тягой. Все. Керосиновый насос готов к работе. Выдает до 11 атмосфер. Обязательный атрибут запуска — это зеркало. Оно нужно для того, чтобы не спалить двигатель. Потому что запуск в ручном режиме. Раскручиваю стартером слегка. Так, пошел поджиг. Выключаю свечу. Добавляю газ. Добавляю оборотиков. Двигатель вышел на холостой режим. 32 тысячи оборотов. 500 грамм тяги на этих оборотах. Набалтываю газом.
оборотов, ребята. Тяга 1,5 килограмм. Крыльчатка нормальная, ничего не греет. Даем еще огня. Друзья! 90 тысяч оборотов! О! Как раз масло только и ушло, только-только. В общем, думал, кубатурил, и все-таки решил делать самолет под вот этот вот самодельный реактивный двигатель. В качестве донора решил использовать Фан-Джет, то есть вот этот маленький самолетик. Он очень хорошо летает. Ничего себе! Жесть! У меня, в принципе, задача фикс. Хоть как-то запустить этот движок в небо, немножко полетать. Это уже будет какой-то законченный проект вместе с полетом. Но для начала нужно сделать весьма большой самолет. Естественно, сюда не поставишь такой двигатель. Хочу увеличить в размерах вот этот вот Фан-Джет. После переноса размеров получился такой вот чертежик. Идет процесс копирования профилей. Дело довольно-таки серьезное. Беру я лист картонки и прикладываю к профилю. Стараюсь вырезать так, чтобы было максимально подогнуто. Все три профиля скопированы. Теперь их нужно увеличить до гигантских размеров. Ребят, обратите внимание, 4 часа ночи. И я черчу чертеж. Расчеты были несложные. Я все вот эти размеры, которые я только что вам показывал, умножал на 3,7. И вот что получилось. Занес в таблицу, после чего я перенес эти размеры на бумагу и соединил. Вот уже готовые 6 штук. Здесь 4 и там 2. Осталось 2 гигантских обработать. Разметил, где будут отверстия. Отверстия на 28 миллиметров, но должны будут с запасом, потому что будут трубки туда еще вмонтироваться. Получаем заготовку. Вот такой размерчик, друзья. Вот это будет часть крыла. Крылышки готовы. Если положить сюда первоисточник, то он выглядит вот так. Всего лишь увеличено в 3,7 раза, но площадь вы видите, во сколько увеличилась. Вклеил я трубу, теперь как бы пенопластом зашпаклевываю. Пока сохнет крылышко, приступил к изготовлению шпангоутов на фюзеляж. Для этих целей использую вот такенный циркуль самодельный. Отмеряем, вставляю карандашик и поехали чертить кружок. Хоп, хоп. Вот такая приблуда получается. Все шпангоуты. Я их уже взвешивал, получилось 350 грамм. Облегчил нервюры съемной части крыла.
Дошел я до килей. Кили будут выглядеть вот так. Вырезал из пенопласта, вклеил трубочку. Она будет служить лонжерончиком. Вот она здесь проходит. Также сделал окантовки из бальсы. Передняя и задняя кромка. Ну и здесь уже начертил очертания профиля. Делать его буду на глаз. Здесь угол скоса больше, ну а сзади угол скоса меньше и он длиннее. Расстилаю рабочую пленку, чтобы не испачкать стол. Решил все крепления вклеивать потом. Уже приготовил листы обожженной стеклоткани. Теперь, пока оно мега не впиталось в пенопласт, беру подобие шпателя и поехали разгонять. Видим, пропитывается просто мгновенно. Стеклоткань очень хорошо отожглась. Пока сырое, аккуратненько обрезаю края. В таком виде можно оставить на сушку. Выпиливаю отверстие под вот этот брусок. Он будет служить передней кромкой элевона и задней кромкой крепления его же. Есть дыра. Таким способом можно вклеивать в пенопласт любые усиления перед обшивкой. Тяжелеет самолетик потихоньку, набирает массу и прочность. Для управления буду использовать 20-килограммовые сервы. Это базисная, так сказать, фанерка будет. Ну, в общем, нужно сверху и снизу укрепить, чтобы ничего не вырвало. А на эту бабышку из липы, я ее уже довольно-таки точно подогнал, будет крепиться качалка. Уже, как видите, настраиваю здесь все это дело с помощью сервотестера. Так, как выглядят эти колодцы? Дно я наклеил из фанеры 3-миллиметровой. Сервы будут крепиться на вот эту панель. Сервотестер имеет 3 положения. Одно из них среднее. По нему я настраивал середину. Также есть режим вот такой. Показывает, так сказать, в работе их. И режим начальный. В самом начале здесь уже ручкой можно крутить. Можно отпилить. Есть контакт. Это дело подготовлено для обтяжки. Оклеивать буду одним куском, также в 2 слоя. Вырезаю сразу 4 куска. Да, расходик стеклоткани повысился, друзья, резко. Ну, слава богу, вещь недорогая. Эпоксидки запас большой, так что все нормально. Я думаю, прорвемся. Будет многослойная конструкция. В этом месте будет 4 слоя. Здесь на носке будет тоже 4 слоя. Вся обшивка 2 слоя. И снизу еще пару слоев под лонжерончик положу. В общем, приступаем, друзья. Все уже нарезано. Вот такой слоеный пирог получился на данный момент. Сейчас обрежу все лишнее. Петли будут самые обыкновенные, вот такие. Надеюсь, выдержат. Хочу поставить их весьма много. 8 штук поставлю. Главное здесь в этом деле очень-очень хорошо пропитать клеем. Что если мы просто намажем, вставим, он весь выдавится и ничего не приклеит. Кропотливая очень процедура. Все ровно и красиво. Выставил под небольшим углом. По-моему, очень даже неплохо выглядит. Друзья, ну все, можно вклеивать. Уже работает от аппаратуры, смотрите. Это элерончики. Это рули высоты. Чуть подвысунуть. И вот такие вот дела. Ну, надеюсь, хорошо будет летать. Очень сильно на это надеюсь. По-моему, он уже взлетает. Делаю канал, чтобы провести проводку для сервоприводов. Напаял очень длинные провода, примерно 2 метра длиной, и можно их уже вставить на свое место. Этими проводами будет соединяться механизация крыла
а именно элевоны с приемником радиоуправления. Также нужно просто необходимо расположить по-нормальному все трубочки, чтобы было удобно. Я запускать буду с этой стороны, поэтому мне должен быть доступ к стартеру удобный. Прикрутил тройник, поставил клапан обратный. Эту трубку нужно будет пропустить через весь фюзеляж, так как здесь будет все зашиваться. Я вот не знаю, как быть с баком. Бак, получается, останется внутри. И нужно сделать все очень надежно, все соединения, чтобы ничего нигде не сопливило. Нужно будет как-то протестировать. Сразу сделаю выход для газа. Добавил еще прочности лонжерону. Связал углеродной нитью, обмотал вокруг, чтобы в середине не растрескалось, ну и не появилась такая щель. В общем, потеря жесткости может быть. Потому что здесь оно просто приклеено и ничем не связано. Также приступил к вклейке бака. Вклеил сзади бабышечку и вклеил бабышечки вот здесь. Все сделано в основном из бальзы. Дренажная трубочка будет выводиться вот сюда. Лючок решил усилить карбончиком. Проложил по 3 нитки. И теперь можно накрывать стеклотканью. Намазал эпоксидкой, ждем пока пропитается. Нарезал сегменты наверх. Вот, 1, 2, 3, 4 и вот здесь 5-й сегмент, это лючок, который уже сушится, уже готовится. Покажу вам, как теперь выглядит самолет. Сегменты из пенопласта, уже снизу все готово. Осталось по сути только нос сделать. Здесь вот такая пластина у меня получается, ну, внутри бачок. И самое интересное, это воздухозаборник. Во-первых, вот здесь он сделан так, чтобы все плавно входило и шло к двигателю. Ну а во-вторых, входное устройство тоже довольно-таки симпатичное, на мой взгляд, получилось. Нос уже тоже подобточил слегка. Потихоньку вывожу плоскость. Была 4-гранная конструкция в виде лома, заточка. Сейчас 8-гранная. Вот такой гладенький носик получился. Все, оторвал. Вот они были, лепешечки клея. И они благополучно оторвались. Это будет цельная крышка. Она уже готовая. А это у нас будет выпиливаться все лишнее. Вот здесь сделал отверстие под расходный бачок. Он у меня большой, он будет все время полный. Соответственно, будет обладать приличной массой. Здесь он будет весить грамм 400. И будет положительно влиять на центровку. Потому что нос нужно очень сильно загружать из-за того, что очень тяжелый реактивный двигатель будет здесь стоять. Выклеил этот отсек, вклеил расходный бачок. Там очень много слоев еще внутри стеклоткани, то есть он как бы в стекловолоконном коконе находится. Ну, это сделано для прочности, скажем так. Все получается герметично. Усилил слоями углеродного волокна. Теперь нужно, чтобы это все ровненько высохло под люк, поэтому здесь я проложу пленку, чтобы не прилипло. А потом она очень легко отлипает. Поставил грузы, теперь ждем, пока застынет смола. И можно будет заняться люком и всем остальным. Пленки легко отстают. Поверхность вроде бы более-менее ровненькая. Сделал также мозги для двигателя. В качестве насоса, чтобы вам показать, я взял обычный коллекторный моторчик. Мозги из себя представляют смесь сервопривода и шим-регулятора. Вот такой вот шим-регулятор 6-12 вольт, входное, ну и выходное от 0 до 6, либо до 12. В общем, в этом диапазоне. Как же это дело все работает? Все запитано уже от радиоуправления. Здесь есть приемник. В приемник вставлена серво на 3-й канал, все как положено на управление двигателем. И запитано через батареечку. Шим-регулятор запитан тоже через батареечку. Оп, аппаратура уже настроена. И смотрим, что происходит. Вот по чуть-чуть добавляю триммером. И можно прибавлять ручку газа. Также уже в полете уже можно добавлять непосредственно самой газулькой. Вот так. И вы видите, движочек запускается. Довольно-таки на большие обороты. Ну, максимума, я надеюсь, хватит. Пришло время обтяжки. Сверху уже закатал стеклопластик.
Сделал такую импровизированную сушилку из авиационного фонаря. Вот. Ну и даю немножко напруги и подсушиваю. Потому что уже прохладно и эпоксидка не хочет как следует застывать. То есть она какая-то хрупкая, нужно ее подсушивать еще при высокой температуре. Делал экспериментальную установку с колесом. Так сие выглядит. Ну, одной рукой, как видите, я даже не могу продавить. Пока делаются шасси, мы не выдержали. Решили сделать маленькие испытания. В общем, хотим поехать в травку, собрать самолет. Уже все подготовили, все вынесли. И запустить его в эту самую травку. Посмотреть, что будет. То есть хочется наладить центровку. Вообще довольно-таки бодренько. Центровочка. Показываем. Вот здесь беремся. И вот так. Ничего не перевешивает у нас особо. Четко, короче. Центровка где-то вот в этом месте. Как положено. О как! Вот, что, тебе понравилось? Да. Это первый запуск был, ребят! Да? Да. Ну ладно, давай. Отлично? Отлично. Фу, слушай, ну тяжко его бросать, конечно. Продолжаю делать шасси. Уже с большим энтузиазмом, естественно. После всех манипуляций на фрезерном станке, облегчений, получилось две вот таких детали. Вот такая стружечка получается, ребят. Потихонечку приступил к сборке. Можно сразу завесить, сколько получается стоечка по массе. Стойка весит 215 грамм, то есть 2 стойки 400. Ну и колесо около 200 грамм. То есть считайте сами. Именно поэтому я, ребята, хотел делать без шасси, потому что оно добавляет еще прилично массы. А здесь на стойке я сделал удлинитель, чтобы можно было соединять пружину. Места мало получается, стойки не длинные, поэтому приходится делать так. Так бы можно было прямо на самой стойке прицепить. Вот так, например. И все бы прекрасно работало. Но места маловато, поэтому сделал именно так. Здесь так рассчитано, что колесо идет вдоль оси. Вот, никуда не смещается. Такая вот стоечка. А вот вторая. Просверлил несколько отверстий, все, теперь эта деталь тоже готова. Установил шасси на самолет, ребят, вот так это все теперь выглядит безобразие. Здесь будет вживляться вот эта капсула вот сюда. Смотрим, что у нас получается. Ну, можно отжиматься, друзья. Я думаю, выдержит все это дело. Буду делать переднюю стойку шасси. Это будет вилка для колеса.
После всех облегчений получилась вот такая очень-очень заковыристая деталь. Как вы можете заметить, стойка сделана с изгибом. Ось стойки не совпадает с расположением отверстия. Это сделано для того, чтобы вот эту деталь отодвинуть сюда, потому что она под наклоном, и колесо все равно за ось сдвигается в эту сторону. Если было ровно, то оно бы сдвигалось бы еще сильней, вот сюда. Поэтому я сделал изгиб в эту сторону, насколько мне позволяла болванка. Также я, как вы видели, на поворотном столе обточил вот здесь зажим под пружину. Пружина вставляется очень легко. Вот так раз. Здесь крепится винтиком на 4. И вот она стоечка, друзья. Работает. Это вставляется вот сюда, это с обратной стороны. И входит в эту деталь. Осталось сделать отверстие, просверлить и нарезать резьбу. Нарезаю маленькую резьбу М3. Вот что получилось, ребят. В резине тоже просверлены отверстия, то есть все это дело сцепится, скрепится. Осталось подобрать винтики и все скрутить. Ребят, ну вот и все. Новое колесико готово. Внутри стоит втулочка. Можно ставить на самолет. Не знаю, что сегодня произойдет. В общем, посмотрим. Все, ребят, приехали. Расчехляемся потихоньку. Сейчас измеряем ветер. Ну, ветра практически нет. Сегодня вообще штиль был полдня. Ну, сейчас небольшой ветерочек присутствует. 1,7 метра в секунду. Собрали, друзья, идет настройка аппаратуры, радиоуправление, настройка рулевого колеса и настройка элевонов. Так, будем пробовать прокатывать, ребят, как оно себя поведет. Самолет стоит под углом, это сделано специально. Ух ты, подлетел чуть-чуть, ребят, офигеть. Ух ты! Эх, ну, видишь, крепкий. Приемник включен, все ты проверил, да? Да.
Пошел агрегат, ребята, это просто жесть! Самолет 17 килограмм массы. Гигантский самолет в небе. Просто огромный. Офигеть. Ого. Опа. Первая посадка, ребят. Посмотрим наши показатели. Скорость 90 была максимальная. 50. Высота 108 метров. Взлетная примерно 50. И 2,3 километра он пролетел. Так что такие дела, друзья. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайками. Закупил краски и приступаю, друзья, потихонечку к малярке. Защитил вот так вот туфельки на ногах. Красочка будет беленькая у нас в основе. Здесь уже крылышко зачищенное. Загрунтовал кили белым цветом. Подготавливать сильно не буду, ибо это все очень добавит много веса к самолету. Чтобы вы понимали, вот это только грунтовка на киле на одном добавила ему 60 грамм массы. Так, поехали. Приближается этот важный момент, ребята. Берем 20 литров керосина и заливаем литр масла Aeroshell 500. Получается 5% маслица. Все. Теперь у нас целая большая канистра 20-литровая реактивного топлива. Самолет фактически готов к запуску с турбиной. Турбина установлена. Запуск будет осуществляться в ручном режиме. Чтобы было меньше пламени, поставил клапан запорный. Этот клапан, если подключить аккум, всегда открыт, но с помощью кнопки его можно прикрыть. Чтобы плавно перейти на керосин, нужно будет периодически ее отжимать и вот так вот раз, и все, движочек должен выйти на холостой режим и перейти на работу на керосине. В общем, такая у меня задумка. Потихонечку выдвинулись. Так мы упаковали самолет. Так, заправляемся. Сейчас в основной пойдет. Сейчас доверху дойдет. Потом надо пузырь этот выгнать как-то будет. Все, друзья, шутки закончились. Запускаем.
как ни верти, а он все-таки полетел с самодельным реактивным движком. Друзья, это просто фантастика. Сажай, сажай, конечно, уже сколько летаешь. Мало ли. Керосом пахнет, чувствую. Жареным. Ничего, нормалек. Ну как вообще по ощущениям? Тяга есть? Тяга достаточная, чтобы летать. Это. Просто летать спокойно. Ну ты видел, он пролетал, второй раз там есть. Дым идет. Ну, двигатель очень горячий, ребят. На полном газу. Сколько он там минут летал, я не знаю. Блин, да надо быстрее бежать. Дым идет, а мы тут на расслабоне. А ну-ка. Ну, нормально. Тепленькая. А что дым-то идет? Да это просто, ну, он горячий. Керосин разогретый. Думаешь, что-то там прям... А, вон, да все нормально. Все там нормально, смотри. Вон дым. Видишь, масло просто вот. Маленько. Друзья, ну вы долго этого ждали, но я сделал все, чтобы это свершилось. Пусть не так быстро, но он полетел. Класс. Вот оно, наше измерительное устройство. Смотрим. Это скорость на данный момент. Это скорость, которая была 161 км в час. Максималочка. Это на данный момент высота. Это высота, которую мы получили. 104 метра. То есть на 100 метров он поднялся. Пролетел 4,5 километра. Все внутри на месте. Все подключено. Надо отключаться и до следующих чудных времен, так сказать. Вот и все, ребята, едем домой. Дальнейшая судьба турбины неизвестна. Я ее сниму, положу на полочку. Ну, а этот самолет будет далее жить уже на других турбинах, кои имеются в некоем количестве. Есть на 8 килограмм тяги и на 18 килограмм тяги. С ними полет, естественно, будет гораздо эпичнее. Так что, друзья, кому интересно, подписывайтесь на канал, чтобы это дело не пропустить. Поддержите лайком. Всех благодарю за внимание. И всем пока.